В уютный и компактный город с богатым прошлым Калининград я приехала с одной целью – рассказать вам о местах, которыми можно по-настоящему гордиться. Но кое-какие из них требуют особого внимания. О самом городе в следующем выпуске. А пока едем на уникальную песчаную полосу, созданную ветром и Балтийским морем. Вы смотрите Ян Буян, и этот выпуск о жемчужине Калининградской области – Куршской косе. Музыкальный лес, застывший в танце. Вы видели когда-нибудь пятиствольную сосну? Чистое Балтийское море и таинственные песчаные дюны. Кого можно встретить на Куршской косе? Лиса! Мама, родная лиса! Лиса! И каким образом охотятся на обитателей здешних вод? И как с ней работать? Где на косе хранят все суеверия? И какая кулинарная магия привлекает сюда миллионы туристов? Я рекомендую. И это, и это. Об одной из самых удивительных территорий страны прямо сейчас. На узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом раскинулся один из самых маленьких национальных парков в России, природа которого находится под охраной ЮНЕСКО. В этом заповедном месте прекрасно все. Животные, растения, климат, гармония со времен глубокой древности и по сей день. Чуть позже мы познакомимся поближе и с местной природой, и с людьми. А пока о том, что представляет собой Куршская коса. По сути, это узкая ленточка земли. В самом широком месте около 4 километров, а в самом узком около 400 метров. А вот длина под 100 километров. Чуть меньше половины косы проходит по российской территории, а остальное – литовская земля. Куршская коса – пестрота ландшафтов, что особенно заметно с высоты Эфа. Это одна из самых высоких песчаных дюн в Европе – 64 метра. Названа она в честь немецкого исследователя косы Франца Эфа. И сейчас расскажу почему. История этой местности драматична. До 18 века тут было множество деревьев, корни которых сдерживали песок. Но их стали вырубать, и дюны, не имеющие никаких преград, начали перемещаться. Жители несколько раз переносили свои дома, спасаясь от песков. Он постепенно засыпал дома, поглощая их полностью, и никто не знал, как остановить такое явление природы. И люди так перемещались в течение 200 лет. Например, позади меня находится место, где раньше располагался поселок Морской. Когда дюны стали угрожать рыбной промышленности, в Европе объявили конкурс на идею, как остановить катастрофу. Самую логичную предложил профессор Тициус. И как вы думаете, какая была эта идея? Конечно, все засадить деревьями. Работами по высадке руководил тот самый Эфа и в итоге остановил странствующие пески. Жители благодарность установили памятный камень Францу Эфа, но сейчас его уже не найти. Видимо, дюны в отместку поглотили его. С обзорных площадок сногсшибательный вид. Море, залив, лес, живописные домики поселка Морское. Вот он, простор для любителей селфи. И да, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там много интересных снимков и, конечно, сторис. Но вернемся к Куршской косе. Называется она так из-за племени Курши, которые обитали на этой территории в эпоху раннего средневековья. Курши – одно из балтийских племен, родственники прусов, тех, что населяли территорию нынешней Калининградской области. На базе косы создали национальный парк, и он ежегодно притягивает туристов со всех уголков мира. Одно из таких мест притяжения – живописное озеро Лебедь. Смотровая площадка на озеро Лебедь сейчас закрыта. Как вы видите, идет реконструкция. Но мне руководство национального парка позволило сюда подняться. Официальное открытие же планируется в 2022 году. С этой стороны открывается потрясающий вид на озеро Лебедь, а с правой стороны уже проходит граница с Литвой. Это мыс Восточный, или как его в народе называют – Сахарная голова. Пески, которые отсюда тоже хорошо видны, так и манят путешественников. Но ходить по ним нельзя, чтобы не нарушить хрупкое природное равновесие. Каждый шаг по дюнам может приблизить к экологической катастрофе, последствия которой придется исправлять веками. Дюны попросту могут разрушиться. Для тех, кто собирается на Куршскую косу, я очень советую скачать приложение, которое так и называется – Куршская коса. Здесь вы можете даже без гида узнать очень много интересного. Вы просто включаете приложение, выбираете точку, которая вам интересна,
и узнаете много нового. Мы рады приветствовать вас на маршруте «Танцующий лес». И сейчас вы поймете, почему этот лес так называют. Танцующий лес рукотворный. Его высадили ровно 60 лет назад для того, чтобы спасти и укрепить местные пески. Но не представляли, что со временем эти сосны как будто замрут в диковинном танце. Ну что, признайтесь, вы видели когда-нибудь пятиствольную сосну? Можно даже сказать шестиствольную. Почему лес затанцевал, ученые спорят до сих пор. По одной из гипотез виноваты во всем насекомые-вредители, по другой – это влияние сильных ветров, которые гнут молодые деревья и придают им такую форму. Есть третья версия. После Первой мировой войны Германия проводила здесь испытания химического оружия. И, возможно, ядовитые вещества рассеивались на дюны. Кто знает, может быть, это повлияло на то, что деревья так закрутились. Но лично я думаю, что это случилось тогда, когда в этих лесах греческая красавица Придиния, сидя в высокой горке, играла на арфе. Услышал ее молодой предводитель языческого племени Бартий, влюбился с первого взгляда и предложил руку и сердце. Согласилась Придиния, но с одним условием, что молодой человек перейдет в христианскую веру. Бартий подумал и согласился, но тоже поставил условия. Он попросил для начала доказать силу ее бога. Тогда красавица взяла арфу и начала играть. И в этот момент деревья стали шевелиться, раскачиваться и танцевать в такт музыки. Влюбленные поженились, а арфа играет до сих пор. И эхо этой божественной музыки можно услышать, когда ветер касается стволов сосен, заставляя деревья продолжать свой танец. Это, конечно, красивая история, но всего лишь легенда. Сейчас проводятся эксперименты. В специально огороженных местах высаживают сеянцы сосны из семян, взятых как от искривленных деревьев, так и от нормальных с других участков. И, возможно, через какое-то время мы узнаем реальную причину этого феномена. К слову, древние курши полагали, если больной человек пролезет сквозь скрученную сосну, сразу станет здоровым. Наверное, десяткам таких деревьев они точно были бы рады. Суеверные. Впрочем, наши предки были такими же. Есть на Косе и музей русских суеверий, и я просто не могу не зайти в него. Издревле на Руси верили, простые изображения, вырезанные из деревянных брусочков, помогали в охоте, приносили удачу в боях, защищали от злых духов и хищных животных. И все эти фигурки в музее, делают их тут же. Вот стоит персонаж, которого вы все знаете как болотную. Кто это? Кикимора. Правильно. А теперь забудьте это, выкиньте из головы и больше никогда не вспоминайте. Кикимора – самый что ни на есть домашний дух. И селится кикимора в домах, где хозяйка занимается каким-либо рукоделием. Если вы крестиком вышиваете или носки вяжете, обязательно появляется в доме кикимора, которая мнит себя великой рукодельницей, но имеет такие птичьи корявенькие лапки. Поэтому, если вы свое рукоделие на ночь в положенный ящик не убрали или хотя бы рушничком не накрыли, появляется кикимора, обстоятельно берется за дело, она путает вам всю пряжу, она рвет вам все нитки, вы с утра гоняете кошака по квартире веником и совершенно напрасно. А путают кикимору вот с этим вот персонажем, я вам его покажу. Это Шишига. Второе ее имя – Шишимора. Название схоже, согласитесь, Кикимора, Шишимора. Просто в какой-то момент времени, видимо, перепутали, трансформировали и стали говорить, что Кикимора болотная. Нет, Кикимора домашняя, Шишимора болотная. Выходит, не знаем мы своих корней, а суеверие – это тоже наша с вами культура. Даже будучи сильно верующим человеком, бежит кошка через дорогу черная. Фу-фу-фу. У кота просто свои дела, он по ним куда-то идет. Не обращайте на это внимания особо. По лестнице, под лестницей да. Проходить нельзя. Значит, забыл что-то дома, вернулся, посмотри в зеркало. Суеверие. Вроде как подспудно это все, понимаешь? Неизвестно, откуда это взялось. Где-то бабушка сказала, где-то само выскочило. Вот если само выскочило, вы как раз-таки вот там, уже глубоко внутри корнями своими. Я всегда смотрю в зеркало. Вот, на добрую дорогу. Я часто. Да. Иначе вроде как удачи в пути не будет. Возвращаться не будем, плохая примета. Идем дальше. Кстати, не знаю, что там насчет черного кота, а увидеть лису точно к успеху. Лиса! Мама, родная лиса! Лиса! Офигеть! На Куршской косе более 200 видов наземных позвоночных животных. Из крупных – кабан, косуля, лось. Основную часть территории занимают леса, а в них столько видов растений, что можно всю жизнь изучать.
В окрестностях поселка Рыбачий еще одна высота – Мюллера. Назвали ее в честь лесничего. Он до войны изучал здесь почвы и впервые внедрил революционный метод посадки леса, который также позволил закрепить пески. В отличие от камня Франца Эфа, камень Мюллера нашли где-то здесь в лесу и поставили его на высоте, названной в его честь. На высоте Мюллера тоже есть смотровая площадка. Это, кстати, самая древнейшая часть Куршской косы – остров ледникового происхождения Роситы. Именно он послужил основанием для образования песчаного тела полуострова. А еще отсюда невероятный вид на Балтийское море, Куршскую косу и озеро Чайка. Говорят, в местных водоемах какое-то невероятное количество рыбы. Например, в Курском заливе рыбаки охотятся на судака, леща, окуня, угря. И сейчас мы поймем как. Я пришла в очень необычное место в поселке Рыбачий. Здесь живет наш герой Александр. И из своего рабочего места он сделал очень интересный музей. Александр, здравствуйте. Мне сказали, что у вас музей рыболовства. Ну да, немножко. Как бы, в принципе, свою историю. Вот сколько работаю, столько вот это вот все и сделал. Александр – рыбак с опытом в четверть века. Музей для души. Показывает, как можно ловить рыбу в промышленных масштабах. И как с ней работать? Рыбка идет, упирается в этот как бы заборчик, да, идет и пошла туда. Доходит до первого горлышка, горлышко большое. Вот она туда попадает, свободно. Ну, здесь тоже гуляет, а следующая, последняя, маленькая, узенькая, она туда проскакивает, а уже обратно все, уже не выходит. И вот она набивается, бывает, что даже вдвоем в лодку не втащили. Все, что в этом помещении, ручная работа. Сети Александр плетет сам. Оттого и рыбалка, наверное, еще увлекательнее. Это вам не на покупной спиннинг удить. Ну, вот это вот называется ромовка. Просто веревочку подхватываешь ячейки. И здесь надо считать, чтобы выйти ровно, надо считать ячейки постоянно. Сколько должно быть? Не, ну не сколько должно быть, в принципе, чтобы равномерно они по каждой этой самой огнивке были. У каждой сетки разная длина ячейки, вот поэтому везде по-разному. Я, конечно, не рыбачка, поэтому добывать обитателей Куршского залива иду в ресторан на пляже. Вот такой променад находится в поселке Лесной. К слову, это единственный оборудованный пляж, поэтому неудивительно, что здесь столько народа. На пляже есть много уютных кафе, поэтому я хочу сесть и дождаться заката, а заодно попробовать что-нибудь местного. Моя цель – попробовать блюда, которые подают только в этом российском регионе. По совету официанта заказываю холодный борщ, это влияние соседней Литвы, и судака, он выловлен в здешних водах. Ну что ж, выглядит аппетитно. Пробуем сначала литовский борщ, говорят, что он очень похож на окрошку. Еще он подается с вот такими вот картофельными дольками. Ну, вот на вид борщ борщом. Так, пробуем. А на вкус окрошка. Как так? Слушайте, ну в жару прям самое то. Я думала, что это будет так вот немножечко. Нашу окрошку никто не перебьет. А на самом деле вкусно. Ну и попробуем местного судака. Сделаем его чуть-чуть повкуснее. Костей почти нет. Вкусная рыбка. Это вкусно, а это удивило. Прям очень удивило блюдо. Приятного мне аппетита. Я рекомендую и это, и это. Особенно в жаркую погоду я очень рекомендую литовский борщ.
Куршская коса – уникальное место на планете, и предназначено оно для экологического туризма. Поэтому каждый, кто попал сюда, должен понимать, это первозданная и такая хрупкая природа нуждается в бережном к себе отношении. Если в города люди едут за архитектурой, то в такие места, как Куршская коса, нужно ехать за природой. И знаете, что я хочу сказать? А вот ничего не хочу. Хочу просто сидеть здесь на берегу и смотреть вот на это. Все-таки человек сотворил удивительные вещи, придумал велосипед, построил многоэтажные дома, полетел в космос. Но самое лучшее создала природа. Это канал Ян Буян. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А я остаюсь здесь. И сейчас я уже скучаю по тому месту, где уже была. Thank you.